Приветствую вас, зрители моего канала. Сегодня на обзоре у нас грузовые модульные корабли серии HAL от компании MISC. Относительно недавно в игре началась реструктуризация грузовой системы, и на фоне этого разработчики нам предоставили сразу два новых корабля с новым принципом погрузки и крепления груза. Вся серия представлена 5 буквами латинского алфавита в порядке возрастания размера кораблей, где модель А — это самый малый, а модель Е — самый большой соответственно. На сегодня для игроков реализованы только две модели — это HAL A и HAL C. От лица последнего я и буду вести повествование. Полный экипаж корабля — 4 человека. Пилот, навигатор, капитан и инженер. Вместимость грузовой сетки у него составляет невероятные 4640 СУ. Из них, которые 4608 СУ, вмещают его на внешние грузовые подвесы. И на сегодняшний день это самый грузоподъемный корабль в игре. В будущем на его внешних креплениях можно будет перевозить не только стандартные контейнеры, но и все, что только вздумается, вплоть до целых кораблей. Его стоимость на момент выхода ролика составляет $540. Внутри игры такой корабль можно будет приобрести в следующем патче 3.21. Также хочу отметить, что в конечном итоге он явно подорожает еще больше. И вообще я рекомендую тем, кто себя обнадеживает по ценам, если таковые существуют в природе, подготовить себя к тому, что после выхода игры в релиз все корабли значительно вырастут в цене. Лично я считаю, что это правильное решение, ибо не хочется в итоге видеть у каждого пилота капитальный Javelin или Бенгал, или что еще хуже, Retribution. Сервера CIG такого просто не выдержат, какой бы сервер мешанка они там не создали. Не забывайте подписаться, прожать лайк и оставить комментарий под видео. Приятного просмотра. Итак, серия кораблей HAL берет свое начало в 2802 году. Разработку поручили промышленному отделению компании под названием MISC High. Это отделение специализируется на выпуске тяжелой промышленной продукции, таких как станки, сборочные роботы, различные элементы для обслуживания и, самое главное, корабли. Именно этому отделению принадлежит разработка и выпуск в эксплуатацию всей серии. Со стапелей тогда сошли сразу 4 модели разной грузоподъемности. Позже в серию присоединился еще один. Он стал последним кораблем, выпущенным в серию и по совместительству самым большим — HAL E. На рынке грузоперевозок они сразу завоевали огромную популярность из-за своей возможности гибкой настройки и модульности. Примечательно, что вся серия стала причиной тесного сотрудничества и развития деловых отношений с инопланетной расой Шиан. Эта раса была в восторге от подобных судов и предпочла начать переговоры по обмену опытом в вопросе постройки кораблей. Именно серия HAL стала переломным моментом в судьбе MISC и послужила дальнейшему росту и развитию всей компании. Поэтому всю серию и обошли новые инопланетные технологии шианских двигателей, чем славится сейчас эта компания. На сегодняшний день серия HAL является неотъемлемой частью всех грузоперевозок в Объединенной Земной Империи. Они стали важным звеном в огромной системе грузовой логистики, произведя некогда революцию. Что касается самой модели HAL C, то известно, что она является самой массовой из всех, и именно эту модель можно чаще остальных встретить на просторах вселенной Star Citizen. Обусловлено это тем, что корабль является золотой серединой между самым маленьким одноместным HAL A и огромным HAL E, которое чаще всего принадлежит крупным корпорациям. Все корабли серии собираются на верфях компании MISC и компании Aegis. Права на производство также хотят получить компания Anvil и компания Drake. Итак, пройдемся по габаритам. HAL C, как и вся серия, имеет два типа размера – в разложенном положении и в сложенном. В сложенном его длина составляет 90 метров, ширина 35,5 метров и высота 25 метров. В таком состоянии его можно сравнить с размерами футбольного поля. Небольшая справка: обычно футбольные поля варьируются от 90 метров в длину до 120. В разложенном же состоянии его длина увеличивается до 120 метров, а ширина и высота с размахом внешних крепежей составляет 60 на 60 метров. В передней части вокруг кабины расположены 4 сдвоенных двигателя реверса третьего размера. Двигатели верхней и нижней группы отличаются мощностью. Нижняя группа развивает 5 меганьютонов усилия и сжигает до 10,8 литра на меганьютон. Верхняя группа имеет мощность в 4,4 меганьютона и потребляет столько же топлива, сколько и нижняя группа. Оттормаживание HAL C от максимальной скорости составляет 47,4 секунды, а от крейсерской 17,57 секунды. Над кабиной во лбу можно наблюдать гнездо стыковки для дозаправки.
За верхней группой двигателей реверса находится одна из двух дистанционных турелей, имеющие по два подвеса для вооружения. Установлены на них лазерные репитеры третьего размера от Klaus Werner серии CF337. Чуть позади турели находится крепление под тяговый луч, который, к слову, должен появиться в патче 3.20.1 либо в 3.20.2. Таких креплений на HAL-C 4 штуки, по одному на каждую сторону внешних грузовых креплений. 2 сверху и 2 снизу соответственно. Под кабиной установлено курсовое вооружение на гимбальном несъемном подвесе в виде точно таких же, как и на турелях, двух лазерных репитеров третьего размера серии CF337 модели Panther от Klaus Werner. За нижней группой двигателей находятся 4 шахты под спасательные капсулы. В задней части судна рядом с очередной дистанционной турелью и креплениями под тяговый луч находится вход в шлюзовой отсек для инженера. На противоположной стороне находится еще одна шахта под спасательную капсулу для, собственно, самого инженера, работающего в этой части судна. На HAL-C также стоят 4 разных типа маневровых двигателя. Все я их перечислять не буду, ибо расположены они в разных местах. Если кому это очень важно, то всю информацию про них я вывел на экран. Можете поставить паузу и почитать, где какие находятся. Всего их 16 штук. Маршевая оснастка HAL-C состоит из 6 независимых водородных синергетических двигателей. Позже объясню, что это такое, благо внутри есть яркая демонстрация этого процесса. Каждый двигатель развивает 6,9 меганьютона усилий и сжигает до 13,2 литров на меганьютон. Разгон корабля от нуля до крейсерской скорости в 67 метров в секунду составляет 1,64 секунды, а до максимальной скорости, которая равна 900 метров в секунду, составляет 22 секунды. Self-destruct HAL-C составляет 60 секунд, максимальный радиус поражения 120 метров. На самих двигателях находится механизация воздушного тормоза. Для этого лепесток, закрепленный на подвижном лафете с домкратными цилиндрами, подается вперед и разворачивает их на 90 градусов. Я постарался примерно показать, как это выглядит, надеюсь, понятно. В данный момент это все не работает, хотя в игре есть воздушный тормоз, но я не проверял. Обзор у HAL-C, да, впрочем, как и у всех кораблей в этой компании, плохой. Узкая щель робокопа доставляет много неудобств, поэтому будьте очень внимательны при пилотировании данных кораблей. Для пилота доступно 2 многофункциональных монитора и радар 3D типа по центру. В самой кабине находится 3 места для пилота, навигатора и капитана судна по центру. В тыловой части мостика находятся 2 ниши. Правая ниша предназначена для радара и сканера. Внутри на данный момент пока что находится болванка под радар Chimera Communication. Над радаром должен располагаться сканер. В данный момент физической модели нет. Вообще у HAL-C по ТТХ 3 радара второго размера, но скорее всего данные будут изменены со временем. Левая же ниша предназначена для компьютера или авионики. Внутри уже находится полноценная модель этого компонента. Примечательно, что во время съемок нескольких новых кораблей, таких как Corsair, Vulture, HAL и другие, разработчики предусмотрели ниши под огнетушители. Хотя на данный момент физических моделей нет, это может свидетельствовать о том, что модель огнетушителей и геймплей, связанные с пожарами, находятся довольно близко к реализации. Но это лишь субъективное предположение. За мостиком находится связующий коридор, в котором находится также один из 2 щитов третьего размера от компании Basilisk модели Stronghold. Такой щит способен поглотить до 100 тысяч хп. Регенерация составляет 440 хп в секунду. Полный надув занимает 83,3 секунды. Рядом с нишей под щит находится лестница, ведущая на верхнюю жилую палубу. Поднявшись по ней наверх, мы попадаем в помещение с дверью, ведущей к отсеку досуга экипажа. Тут же находится панель под еще один компонент в виде авионики или компьютера корабля, а также дверь, за которой находится инженерный пульт управления, боевыми дистанционными турелями и турелями с тяговым лучом. В отсеке досуга экипажа все скромно, но очень уютно. Тут находятся 4 кровати, стол для приема пищи и брифинга, а также довольно большая и удобная кухня для приготовления пищи. За отдельной дверью возле входа находится душевая, совмещенная с санузлом. Все кровати оборудованы маленькими ящиками под личные вещи каждого члена экипажа, а также кнопкой включения и выключения личного освещения.
Душевая разделена на предбанник с локальными шкафчиками под вещи и саму душевую, где также находится встроенный гальюн. Вернувшись в коридор за мостиком, мы можем попасть в помещение воздушного шлюза слева по борту. Тут находятся ячейки под скафандры экипажа, а также ниша для гравитационного генератора. На данный момент за ней физической модели нет. Тут также находится лифт для выхода на поверхность и люк для стыковки со станциями UI. С противоположной стороны, то есть справа по борту, находится комната с 4 спасательными капсулами, шахты которых мы видели ранее. Следуя от мостика прямо, мы попадаем в раздвижную диафрагму в виде туннеля. Во время трансформации она не перестает функционировать, и по ней можно спокойно передвигаться. Однако, внимание, на данный момент диафрагма не имеет атмосферы, не забывайте. Благо, она с двух сторон отделена небольшими шлюзами. Пройдя по туннелю, мы попадаем в кормовую часть корабля, или инженерную зону. Она предусматривает 3 палубы, которые сообщаются небольшим лифтом и аварийной лестницей. На самой верхней палубе находится шлюзовое помещение с нишей под скафандр для инженера, а также выход во внешнюю среду для обслуживания двигателей и других элементов корабля в этой зоне. Ниже уровнем находится отсек с нишами под компоненты. Энергоустановка военного типа класса C 3-го размера от Aegis модели Centurion вырабатывает до 37,5 тысяч единиц энергии в секунду. 2 кулера 3-го размера, также военного типа класса A и тоже от Aegis модели Blizzard, отводящий по 11 600 кубических метров тепла в секунду. И квантовый индустриальный двигатель 3-го размера класса C от Juno Starwerk модели Kama. Меняем, не задумываясь, на самый быстрый военный движок модели TS5 от VTEC. Ибо баки тут ого-го какие, 76 тысяч литров на минуточку. Продается такой двигатель на Майкротеке. Рядом в помещении находится спасательная капсула для инженера, внешнюю крышку шахты которой мы видели ранее. Тут же расположена ниша под батарею, физической модели нет. На самой нижней, она же первая несущая палуба, находится пульт управления и мониторинга силовой установки для инженера. Тут же видны 2 из 6 водородных синергетических двигателя и их принцип работы. Через стекло мы видим с вами сам процесс синергетизации. Это преобразование водородного топлива в плазму. В центре виден синергетический пучок. Этот пучок представляет собой сгусток сильно сжатого плазменного вещества, насыщенный высокочастотными субатомарными частицами. Благодаря выделяемой энергии в этом процессе двигатель имеет тяговую силу, высвобождаемую через специальные компенсаторы в корме судна, которые нам не видны. Даже не спрашивайте, откуда я это знаю. Все помещения на корабле оборудованы сенсорными панелями управления, дверьми и светом. Они имеют функцию включения и выключения основного освещения, а также ручное включение аварийного освещения. В будущем это будет необходимо для предотвращения каскадного повреждения всех узлов корабля. При включении аварийной сигнализации в отсеке часть оборудования уходит в режим сбережения, обесточивая сами себя, либо снижая нагрузку в системе. Примерно как-то так, если следовать логике. По всему кораблю также разбросаны инженерные панели, скорее всего, также для грядущего геймплея инженера. И еще я хотел бы отдельно остановиться на звуках корабля, особенно в кормовой части. В какой-то момент мне там стало настолько не по себе, что я пошел сделать себе чайку. Мне то и дело казалось, что кто-то мне что-то нашептывает в оба уха. Я не могу сказать, что меня что-то прям напугало, но атмосфера кораблей у разработчиков получается великолепна. Вы только послушайте это. Рассмотрим младшего брата сегодняшнего корабля. Hull-A — это самый маленький из всех представителей. Он 1-го размера, и это единственный корабль, который в развернутом состоянии способен приземлиться в простые ангары постоянного базирования. Его грузоподъемность составляет всего 48 СУ, и рассчитан он на 1 человека. Внутри он не имеет кормовой инженерной зоны, как на других халлах, а все жилое пространство неплохо скомпоновано. Впрочем, как и на всей серии, все очень уютно и без излишеств. Внутри также есть небольшая кровать, санузел, совмещенный с душевой стойки под стрелковое оружие и прочее. Кстати, на Hull-A сканер уже имеет физическую болванку без текстур над радаром. Также, может, кому будет эта информация важна, чтобы снять с внешних грузовых креплений Hull в контейнер ручным трактор-бимом, надо разлочить корабль.
Итак, что мы имеем по факту? Серия HAL — это очень амбициозные корабли с множеством возможностей. Помимо того, что под них разработчики стали реализовывать давно ожидаемые технологии и геймплей, так они и сами по себе довольно функциональны. Основное преимущество серии HAL — это их модульность. Как заявлено разработчиками, эти корабли будут иметь возможность не только перетаскивать все на своих платформах, но и сами платформы могут быть заменены на другие узлы. Кроме того, в будущем прицепить на внешние крепления этих кораблей можно будет практически все. Но у многих игроков возникает вопрос: если у нас есть такие многофункциональные корабли, как HAL, то зачем нам, например, Caterpillar или Starlifter? Дело в том, что корабли серии HAL отличные грузовики, но вместе с тем их груз очень уязвим, так как не защищен корпусом корабля. Из-за этого в будущем придется нанимать не только полный экипаж, но и вооруженную охрану. Да, они могут многое перевести, но потерять груз также шансы очень велики. Например, в описании к самому большому в серии HAL E говорится, что рейс на нем тщательно планируется и долго организовывается. То есть не получится в будущем просто взять, загрузить доверху такие объемы груза в корабль и полететь его продавать. Необходимо будет продумывать все мелочи, такие как маршруты, охрана, скорость разгрузки в том или ином порту, есть ли там вообще эта возможность разгрузки и так далее и тому подобное. Поэтому и будут нужны более защищенные корабли типа Starlifter'ов или Caterpillar'ов, которые будут выполнять более частые рейсы, экипажи которых не будут так сильно заморачиваться над защитой груза. В данных реалиях HAL C, как уже я говорил, является самым грузоподъемным кораблем в игре. А это довольно важно. И все же его актуальность еще не высока. Игроки жалуются на то, что купить груз можно, и это не составит труда. Проблема заключается в том, куда столько груза продавать. Надеюсь, что в скором времени Star Citizen начнет преображаться. Видны шевеления разработчиков по части новых механик. По поводу покупки вы знаете, что я не сторонник тратить реальные деньги за корабли. Но, как всегда, дело ваше, тратить деньги или нет. На этом у меня все. С вами был я, Северная Борода, и обзор корабля серии HAL, модели C от компании MISC. Всем пока.